Давайте на секунду представим Эйфелеву башню. Ну, тысячи тонн переплетенного железа — абсолютный символ Франции. Да, инженерное чудо. Именно. Высотой 330 метров, которая видна, ну, почти из любой точки Парижа. А теперь давайте вообразим, каково это сидеть в роскошном гостиничном номере и совершенно серьезно убеждать группу состоятельных бизнесменов в том, что правительство поручило именно вам тайно снести этот национальный памятник. И продать его на металлолом. Да, звучит как сценарий какого-то абсурдного фильма. Ни один человек в здравом уме на такое не поведется. Ну, логично так думать, да. Но в реальности эта сделка состоялась. Причем башню умудрились продать дважды. И что самое поразительное в этой истории, для проворачивания аферы такого, монументального масштаба не потребовалась какая-то целая преступная синдикация. Или там армия наемников, сложная техника. Но вот именно. Все, что было нужно, это один человек в безупречно сшитом костюме, фальшивый бланк с печатью и пугающе глубокое понимание того, как работает человеческая психика. Наш сегодняшний разбор обещает быть по-настоящему захватывающим. Мы погрузились в огромный массив материалов, от рассекреченных исторических архивов Музея Махии до старых публикаций в журналах типа «Вокруг света», «Дилетант» и «Life's Globe». Да, и массу энциклопедических справок мы тоже изучили, включая Грокопедия. Ага. И наша миссия сегодня, она выходит за рамки простого пересказа биографии Виктора Люстига, человека, который за свою жизнь сменил 45 псевдонимов. И пережил 50 арестов только на территории США, на секундочку. Вау, да. Мы здесь для того, чтобы препарировать саму анатомию обмана, разобраться, какие именно когнитивные искажения заставляют даже самых, влиятельных, циничных и осторожных людей добровольно отдавать свои деньги мошенникам. Итак, давайте это распакуем. Давайте. Мне кажется, что мошенничество такого невероятного уровня — это не просто банальная кража. Это похоже на хакерскую атаку. Только взламывают не сервера, а саму человеческую операционную систему. Используя ее же собственные уязвимости. Отличный угол зрения на самом деле. Исторические аферы — это, пожалуй, самый наглядный материал для изучения поведенческой психологии. Мгм. Они работают как лакмусовая бумажка, то есть обнажают те скрытые механизмы, которые мы обычно, просто не замечаем в повседневной жизни. Нашу предвзятость, тайное тщеславие, страх упустить выгоду. Да-да. И чтобы понять, как вообще формировался этот гениальный взломщик человеческих душ, стоит посмотреть на его стартовые условия. Исторический контекст, да. Именно. Контекст начала XX века сыграл здесь решающую роль. Человек, вошедший в историю как Виктор Люстиг, родился примерно в 1890 году в Богемии. Это небольшой городок Гастиния. Согласно скупым тюремным записям, его настоящее имя было Роберт В. Миллер. И у него был, в общем-то, превосходный старт. Да, блестящее образование, свободное владение 5 языками и очень острый ум. И у него также была одна очень, кинематографичная деталь внешности — заметный шрам на левой щеке. Читая материалы, я обратила внимание на то, как он с ним обращался. О, да, это классика. Он же не скрывал этот шрам, наоборот, он превратил его в часть своего личного бренда. Он обожал рассказывать заинтригованным дамам и господам романтические байки. Что получил эту отметину на дуэли из-за обезумевшего от ревности мужа. Да. Да, хотя на самом деле все было гораздо прозаичнее. Этот шрам остался после студенческой дуэли на шпагах. Это называлось мензурное фехтование, которое было популярно в Пражском университете. И знаете, этот эпизод со шрамом — это не просто забавная деталь биографии. Это, по сути, ранняя демонстрация его главного метода. То есть, Он брал скучный, абсолютно банальный факт и конструировал вокруг него привлекательную реальность. И вот этот навык создания иллюзий стал фундаментом его карьеры перед Первой мировой войной. когда он работал с Шулером на трансатлантических лайнерах. Да, организовывал там фальшивые лотереи. Чтобы вписаться в общество богатейших пассажиров, он придумал себе титул австрийского графа. Которому якобы пришлось бежать из Европы, потому что жестокие марксисты отобрали все его фамильные замки и богатства. Очень драматично. Очень. И
Трансатлантический лайнер той эпохи — это же потрясающая декорация. Если задуматься, это идеальная песочница для амбициозного мошенника. Абсолютно закрытая экосистема. Да, своеобразная плавучая золотая клетка. Пассажирам первого класса некуда деться. Они неделями находятся в замкнутом пространстве, просто изнывая от скуки. У них много свободных денег. И огромное желание развлекаться. Мгм. И что самое привлекательное для афериста, каждые пару недель рейс заканчивается. Можно сойти на берег в новом порту, полностью стереть свою историю. Словом, удалить профиль в соцсети. Точно, и начать все с чистого листа с новой партии жертв. Для него лайнеры стали настоящим исследовательским институтом. Наблюдая за скучающей элитой в этой замкнутой среде, Люстик вывел свои знаменитые 10 заповедей мошенника. Изучая этот кодекс в архивах, просто поражаешься тому, насколько глубоко он понимал механизмы эмпатии и доверия. Звучит как современное пособие по социальной инженерии, да? Именно так. Ну, например, будь терпеливым слушателем или никогда не выгляди скучающим. Там есть одно правило, которое мне кажется абсолютно гениальным в своей простоте. Жди, пока собеседник сам раскроет свои политические или религиозные взгляды, а затем просто соглашайся с ними. Да, это классика. Это же невероятно мощный инструмент. Никаких споров, никаких попыток переубедить. Просто позволь человеку почувствовать, что он встретил родственную душу. В психологии это называется отзеркаливание. Люди эволюционно запрограммированы доверять тем, кто похож на них самих. Логично. Когда кто-то разделяет нашу картину мира, мозг автоматически снижает защитные барьеры. Он маркирует этого человека как «свое». И Люстик заставлял жертв чувствовать себя умными и значимыми. Но игра в карты и мелкие лотереи на кораблях имели свой потолок. Ему нужен был масштаб. Да, и в 20-е годы, перебравшись в Соединенные Штаты, где бушевал экономический бум, и все были одержимы идеей быстрых денег, Люстик переходит от карточного стола к продаже инновационных технологий. О, и тут на сцену выходит легендарная румынская денежная машинка. Читая об этом сначала, но отказываешься верить. Звучит как магия, да? Да, Люстик предлагал богатым инвесторам небольшую, красиво сделанную шкатулку из красного дерева. На ней были какие-то латунные циферблаты, ролики, рычажки. Он утверждал, что внутри скрыт сверхсекретный химический процесс, который позволяет создавать безупречные копии 100-долларовых купюр. Ну, тут надо понимать контекст того времени. 20-е годы — это же эпоха радио, первых коммерческих авиаперелетов. И открытие в области химии. Верно. Для обывателя наука казалась настоящей магией, способной на любые чудеса. Люстик устраивал блестящую презентацию. Он брал настоящую купюру жертвы, вставлял ее в щель аппарата вместе с чистым листом бумаги нужного размера, поворачивал ручки и запускал механизм. И дальше начиналось томительное ожидание, потому что процесс химического копирования занимал ровно 6 часов. Да, и по истечению этого времени машинка выплевывала 2 идеальные 100-долларовые бумажки. Клиент мчался в банк, чтобы проверить их подлинность, и кассир подтверждал – деньги настоящие. Разумеется, они были настоящими. Люстик заранее прятал в механизме подлинную купюру, немного поколдовав над серийными номерами. И ослепленная жадностью жертва выкладывала за этот деревянный ящик фантастические суммы – от 10 до 30 тысяч долларов. После продажи аппарат мог выдать еще 1-2 заранее спрятанные купюры, а затем начинал печатать просто пустые бумажки. Но я хочу остановиться на одном моменте, который не давал мне покоя при изучении этой схемы. На каком? Почему именно 6 часов? Почему не полчаса? Разве клиент не мог сказать: «Слушай, граф, у меня нет времени ждать, давай ускорим процесс»? Эти 6 часов — это просто шедевр логистического и психологического дизайна. Так. Во-первых, чисто практически. Это время давало Люстигу гигантскую фору. За 6 часов можно было спокойно собрать вещи, доехать до вокзала, сесть на поезд и оказаться в другом штате. Пока жертва только начинала подозревать неладное. Да. Но есть и второй, более глубокий уровень. Ожидание искусственно повышало ценность результата. То, что достается легко, вызывает подозрения. А вот долгий, таинственный химический процесс добавлял веса и достоверности. А самое изящное в этой схеме — это выбор аудитории.
Он ведь искал не просто доверчивых людей, он искал людей алчных? И это создавало идеальный щит. Именно. Когда машинка ломалась, жертва понимала, что только что добровольно отдала целое состояние за попытку заняться фальшивомонетничеством. Это же тяжкое федеральное преступление. Да. Обратиться в полицию означало признаться в собственных криминальных намерениях и выставить себя полным идиотом перед обществом. И страх тюрьмы в сочетании со стыдом заставлял их хранить молчание. Люстик делал жертву своим негласным соучастником. В материалах упоминается случай, когда некий шериф из Оклахомы купил такую машинку. О, это потрясающая история. Да, осознав, что его одурачили, шериф бросился в погоню, выследил Люстига в Чикаго и наставил на него пистолет. Обычный мошенник впал бы в панику. Но не Люстик. Люстик сохранил ледяное спокойствие. Он признал, что аппарат, видимо, дал сбой из-за неправильной эксплуатации. И, чтобы загладить вину, просто вернул шерифу всю сумму наличными. И это был гениальный ход. Потому что возвращенные деньги оказались фальшивыми. В итоге шериф поехал домой и сам угодил за решетку за сбыт поддельных купюр. Да уж, Люстик буквально торговал человеческой жадностью. Но если манипулировать провинциальными шерифами и жадными бизнесменами– это одно, то играть с огнем– это совсем другое. Я говорю о парадоксе Аль Капоне. Когда я читала эту часть истории, мне пришлось перечитать ее дважды. Да, эпизод с Аль Капоне — это просто высший пилотаж в использовании иллюзии честности и понимания контрастов человеческого восприятия. Послушайте, Люстик добровольно приходит к самому грозному и жестокому криминальному авторитету Америки. К человеку, по приказу которого людей расстреливали среди бела дня. Да. И Люстик просит у Капоне $50 тысяч для финансирования некой сверхсекретной и невероятно прибыльной сделки, обещая удвоить капитал всего за 2 месяца. И Капон отдает деньги, но недвусмысленно намекает, что будет с Люстиком в случае обмана. Наш герой забирает эти 50 тысяч, арендует банковскую ячейку, кладет туда деньги и просто ждет. Да, он не делает ничего. Спустя ровно 2 месяца он возвращается в кабинет к Капоне, у него помятый вид, он изображает крайнюю степень отчаяния и заявляет, что грандиозный план рухнул, все потеряно. Рискованно. Очень. Но затем он добавляет, что приложил титанические усилия, чтобы спасти хотя бы первоначальный капитал своего инвестора. И выкладывает на стол все $50 тысяч до последней банкноты. И как на это реагирует Капоне? Жестокий мафиози, параноик, привыкший к тому, что его постоянно окружают предатели и лжецы. Внезапно видит перед собой человека феноменальной честности. Капоне был уверен, что перед ним аферист, который попытается сбежать. А вместо этого ему принесли деньги обратно. В порыве искреннего восхищения Капоне отсчитывает $5 тысяч из этой стопки и отдает Люстигу в качестве награды за порядочность. Вот тут я хочу остановиться. Глядя на эту ситуацию со стороны, возникает вопрос, зачем вообще так рисковать? У тебя в руках $50 тысяч от мафии. Зачем возвращаться в логово ко льву ради каких-то 5 тысяч чаевых? Это звучит как совершенно неоправданный, сумасшедший риск. Это кажется безумием, только если оценивать ситуацию чисто математически. Но Люстик мыслил категориями психологии. Здесь мы наблюдаем мощнейшее проявление эффекта контраста. Эффекта контраста. Да. Представьте себе восприятие Аль Капоне. В его мире абсолютной жестокости и постоянного обмана честный поступок выделяется так же ярко, как прожектор в кромешной темноте. Люстик не инвестировал эти деньги в акции или товары, он инвестировал их в самую надежную валюту криминального мира. Собственную репутацию. Именно. То есть он создал себе непробиваемый щит. Если сам Аль Капоне считает себя честным парнем и доверяет тебе, перед тобой открываются любые двери. И никто из мелких бандитов просто не посмеет тебя тронуть. Потрясающая игра в долгую, согласен. И, видимо, после того, как он успешно манипулировал самым опасным человеком в стране, Люстик почувствовал, что готов к по-настоящему историческому масштабу, к афере, которая сделала его легендой. Мы переходим к 1925 году и продаже Эйфелевой башни.
Да, чтобы понять механику этой грандиозной иллюзии, необходимо отбросить наше современное восприятие. Сегодня башня — это неприкасаемая святыня. Верно. Но в 25 году ситуация была кардинально иной. Она строилась в конце XIX века как временный объект, гигантская входная арка для Всемирной выставки. Изначально вообще планировалось, что через 20 лет конструкцию разберут. Да, и значительная часть парижской элиты ее откровенно ненавидела. Абсолютно. В материалах есть упоминания о знаменитом манифесте деятелей искусств. Писатели Александр Дюма-сын, Ги де Мопассан и композитор Шарль Гуно подписывали гневные петиции, называя башню смехотворной и чернильной кляксой, которая уродует облик Парижа. Ходила даже популярная история о том, что Мопассан ежедневно обедал в ресторане на первом уровне башни только по одной причине. И это было единственное место в городе, откуда эту железную махину не было видно. Да-да, к середине 20-х годов конструкция начала сильно ржаветь. Затраты на ее содержание были колоссальными. Каждые несколько лет требовалось около 60 тонн краски, чтобы защитить металл от коррозии. И в парижских газетах всерьез обсуждался вопрос, а не дешевле ли ее просто снести? И Люстик внимательно читал эти газеты. Он понимал главное правило мошенничества — не нужно придумывать ложь с нуля. Гораздо эффективнее взять существующий общественный страх или ожидание и слегка подтолкнуть его в нужную сторону. Общество было морально готово к сносу башни. Именно. Люстик подделывает правительственные удостоверения личности, заказывает бланки с логотипом Министерства почты и телеграфов и снимает роскошный люкс в самом престижном отеле Парижа «Крион». И от имени заместителя министра он рассылает секретное приглашение 5 крупнейшим торговцам-металлоломам в городе. Он собирает их в своем люксе и очень доверительным тоном сообщает, что правительство приняло трудное, но необходимое решение о демонтаже. На кону 7 с лишним тысяч тонн отборного металла. Да, и он проводит закрытый тендер. Чтобы избежать утечек, он настаивает на строжайшей секретности, объясняя это тем, что новость может спровоцировать массовые протесты среди парижан. И этот ход с секретностью выполняет двойную функцию. Он придает происходящему вес, государственной важности и одновременно изолирует жертв. Точно. Торговцы не могут пойти и проверить информацию у знакомых в правительстве или обсудить это с прессой. В процессе переговоров Люстик сканирует участников тендера как рентгеновский аппарат. Он ищет того, чья психологическая уязвимость превышает осторожность, и находит идеальную мишень. Андре Пуассон. Да, Андре Пуассон — человек амбициозный, но глубоко не уверенный в себе. Пуассон был провинциалом, недавно приехавшим в столицу, и он отчаянно пытался пробиться в высшие эшелоны парижского делового сообщества. Эта сделка была его билетом в элиту. Но даже ослепленный амбициями Пуассон в какой-то момент начинает сомневаться. Слишком уж гладко все шло. Да, и отсутствие официальной бюрократии его насторожило. И вот здесь Люстик делает ход, который навсегда вписал его имя в историю социальной инженерии. Во время приватной встречи тет-а-тет Люстик внезапно меняет тон. Он начинает жаловаться Пуассону на тяжелую жизнь госслужащего, на низкую зарплату, на то, что ему нужно содержать семью. Он прозрачно намекает, что исход тендера зависит от его личной финансовой заинтересованности. Проще говоря, он вымогает взятку. И это полностью рассеивает все подозрения Пуассона. В психологии этот феномен называется предвзятостью подтверждения. Пуассон, как и многие бизнесмены, подсознательно ожидал, что правительственные чиновники коррумпированы. Когда Люстик попросил взятку, он идеально вписался в стереотип, существовавший в голове жертвы. Парадоксальным образом, именно просьба о незаконном вознаграждении стала главным доказательством подлинности происходящего. Коррупция сработала как знак качества. В исторических записях фигурируют разные суммы. Где-то говорится о 70 тысячах франков, где-то упоминаются чеки на сотни тысяч. Точные цифры затерялись в истории. Но результат известен доподлинно. Получив чемодан денег за башню и солидную взятку сверху, Люстик в тот же вечер сел на поезд до Вены. И, оказавшись в Вене, он тоже не сидел сложа руки. Пока он ждал, когда французские газеты взорвутся новостями об афере века,
Он успел провернуть блестящую комбинацию с местным ювелиром. О, с жемчужиной. Да. Представившись богатым аристократом, Люстик покупает в дорогом салоне крупную жемчужину и говорит, что ищет точно такую же для создания парных серег. Ювелир, естественно, сбивается с ног в поисках. И чудесным образом находит практически идентичную жемчужину в каком-то неприметном ломбарде на окраине города. Правда, цена в ломбарде завышена вдвое. Классика. В предвкушении огромной прибыли от аристократа ювелир выкупает камень за свои деньги, а на следующий день исчезают и щедрый клиент, и сам ломбард. Вся эта декорация была выстроена только для того, чтобы заставить ювелира купить его же собственную жемчужину втридорого. И этот венский эпизод прекрасно иллюстрирует, что для Люстига масштаб не имел значения. Механика человеческой алчности работает безотказно на любом уровне. Тем временем Люстик продолжает посматривать парижские газеты и с удивлением замечает абсолютную тишину. Никаких новостей, никаких заявлений в полицию. Пуассон оказался в той же ловушке, что и покупатели румынской машинки. Осознание того, что он не только потерял целое состояние на покупке Эйфелевой башни, но еще и дал взятку фиктивному чиновнику, просто парализовало его. Страх стать посмешищем на всю Европу оказался сильнее желания вернуть деньги. И поняв это, Люстик решает, что снаряд вполне может упасть в одну воронку дважды. Он возвращается в Париж. Да, собирает новую группу инвесторов и пытается продать башню еще раз. Но на этот раз чутье его подвело. Новая жертва оказалась менее подвержена страху общественного мнения и отправилась в полицию еще до передачи денег. Люстигу пришлось бросить все и спешно бежать обратно в Америку. И это возвращение в Штаты стало началом его конца. Эпоха театральных постановок для узкого круга лиц сменяется, индустриальным подходом. На дворе 30-е годы. Великая депрессия. Да, и Люстик решает, что если люди так любят деньги, проще начать их производить. Он собирает команду — блестящего химика Тома Шоу и гениального гравера Уильяма Вотса. И они запускают конвейер по производству фальшивых 100-долларовых купюр настолько высокого качества, что банковские эксперты с трудом отличали их от настоящих. Объем производства достигал $100 тысяч в месяц. Астрономическая сумма для депрессивной экономики. Это уже была прямая атака на финансовую систему целого государства. Естественно, за ним начинают полномасштабную охоту секретная служба США. Но самое ироничное во всей этой истории — то, как именно его поймали. Его выследили не благодаря сложным детективным схемам. Да, его сдала властям содержательница публичного дома по имени Мэй Шайбл. Она была его любовницей и, узнав о его интрижках на стороне, в порыве банальной ревности сделала анонимный звонок федеральным агентам. Во время ареста при нем не находят никаких улик. Лишь один маленький ключ от камеры хранения на станции метро Таймс-сквер. А уже внутри камеры агенты обнаруживают гравировальные клише и более 50 тысяч свеженапечатанных фальшивых долларов. Кажется, что на этом история должна закончиться. Но Люстик не умел сдаваться. Находясь в федеральной тюрьме в Нью-Йорке в сентябре 1935 года, он совершает побег, который кажется столь же абсурдным, как и продажа Эйфелевой башни. Посреди бела дня он спускается из окна 3-го этажа по импровизированной веревке, связанной из тюремных простыней. Просто немыслимо. Представьте себе эту картину. Нью-Йорк. Оживленная улица. День. Люди идут по своим делам и видят, как по стене федеральной тюрьмы на связанных белых простынях спускается человек. И никто не поднимает тревогу. Как человеческий мозг может игнорировать такую очевидную аномалию? Это феноменальный пример использования психологии толпы на лету. Спускаясь, Люстик не вел себя как загнанный в угол беглец. А как он себя вел? Он достал какую-то тряпку и начал размеренными, уверенными движениями делать вид, что протирает окна. Серьезно? Да. Мозг прохожих сталкивался с когнитивным диссонансом. С одной стороны, человек висит на простынях, что ненормально. С другой стороны, он спокойно выполняет рутинную работу. Психика склонна искать самое простое объяснение, чтобы снять напряжение. И все люди убеждали себя, раз человек занят уборкой, значит, так и нужно. Сработал так называемый эффект свидетеля или апатия прохожего. В толпе каждый подсознательно ждет, что ситуацию оценит и отреагирует кто-то другой. В итоге не реагирует никто.
Поразительная находчивость, но удача имеет свойство заканчиваться. Примерно через месяц его все-таки выследили и арестовали в Питтсбурге. Судебный процесс был громким. Люстик получил 15 лет за организацию фальшивомонетничества и еще 5 лет сверху за тот самый побег по простыням. Последние годы жизни человек, привыкший к номерам люкс и трансатлантическим лайнерам, провел в бетонных стенах самой суровой тюрьмы Америки Алькатраса. Он скончался там от осложнений пневмонии в 1947 году. Изучая документы того периода, мы наткнулись на одну маленькую, но невероятно символичную деталь. В официальном свидетельстве о смерти в графе «Профессия» чиновники написали одно слово – «продавец». Безупречная эпитафия. Подводя итог нашему исследованию, можно сделать один фундаментальный вывод. Никакие технические ухищрения, фальшивые печати или химические реактивы не смогли бы обеспечить Люстигу такого успеха. Его истинным инструментом всегда оставалось глубокое, почти интуитивное понимание человеческой природы. Он видел, как тщеславие ослепляет бизнесменов, как страх показаться глупым заставляет их молчать о потерях, и как отчаянная жадность отключает любые критические фильтры. Это заставляет задуматься о более глобальных вещах. Мы обсуждали эпоху, когда для масштабной манипуляции требовался прямой визуальный контакт. Да, мошеннику нужно было физически стоять перед жертвой. Контролировать язык тела, улавливать малейшие изменения в тоне голоса и подстраивать легенду на ходу. Люстик читал людей по их микровыражениям. Сегодня ландшафт изменился до неузнаваемости. Мы живем в реальности алгоритмов, цифровой анонимности и дипфейков, которые способны синтезировать голос руководителя компании или сгенерировать видео с лицом близкого родственника, попавшего в беду. И это порождает важный парадокс современности. С одной стороны, мы вооружены доступом к любым базам данных и можем проверить информацию за пару секунд. Но с другой стороны, общаясь исключительно через экраны, люди лишены тех самых базовых эволюционных триггеров. Мы больше не можем заметить бегающий взгляд собеседника, капельку пота на лбу или тот самый шрам на левой щеке. Дистанция создает иллюзию безопасности. И возникает вопрос, не стали ли мы, изолированные в своих цифровых пузырях, еще более уязвимыми для современных архитекторов иллюзий? Деревянную шкатулку сменили хитроумные криптовалютные проекты, а фальшивые бланки министерств превратились в персонализированные фишинговые ссылки. Механизмы доставки изменились, но мишени остались прежними. Базовая операционная система человека не обновлялась тысячелетиями. В ней все еще присутствуют те же самые уязвимости, которые так мастерски эксплуатировал граф Виктор Люстик. И лучший антивирус, который у нас есть, это способность вовремя остановиться. Критическое мышление – это навык делать шаг назад в моменты сильного эмоционального возбуждения. Да, когда сделка кажется слишком идеальной, а выгода слишком очевидной. Стоит задать себе один простой вопрос, а не пытаются ли нам прямо сейчас продать Эйфелеву башню на металлолом? Оставляем эту мысль для самостоятельного размышления. До новых встреч в нашем следующем разборе.